чем кайф вайб-кодинга? Вот раньше, чтобы сделать сайт, нужно было давать задачу дизайнеру, потом нужно было разработчику писать, и все правки занимали очень много времени. Вот я сейчас делаю видеоплатформу, где буду выкладывать свои видеоуроки у себя на сайте. То есть у меня здесь будут курс, например, по вайб-кодингу, и я могу его отредактировать, уроки могу перетаскивать, там местами их менять и так далее. И вот я хочу, например, проверить, как все работает, и что-то подправить. Вот я здесь знаю, у меня есть Багулина, допустим, перейдем в следующий урок. Вот у меня нужно отметить урок как пройденный. Я отмечаю, он как бы отметился как пройденный, но никакой реакции нет. Надо, чтобы было. Еще хочу поменять шапку, потому что пишу, обучаю, консультирую, создаю кабинет выйти. Уже нормально не читается, поэтому нужно сделать блог, курсы, консультации и разработка. Вот, например, я беру скриншот главного меню, копирую его, открываю, говорю, в главном меню в шапке нужно поменять слова на эти. Вместо «пишу», «консультирую», «обучаю» нужно написать «блог», «курсы», «консультации», «разработка». Все. Этого достаточно будет для того, чтобы он понял меня. То есть я скидываю сюда картинку, он начинает исправлять. И я создаю новый чатик параллельно и говорю, что в уроке, когда я отмечаю его пройденным, он как бы становится пройденным, но только тогда, когда я перехожу к следующему. То есть я это вижу в общем списке уроков, что он пройден. А в моменте это никак не отображается. То есть элемент как будто бы не реактивный, то есть он сразу не отображает статус. Хотя, по идее, должен. И еще не работает кнопка «Отметить его как бы не пройденным заново». Нужно это исправить. То есть баг, я его нашел, я прикладываю скриншот, объясняю, что нужно сделать, и дальше просто жду, пока он исправит. Вот у меня уже поменялась шапка, блок, курсы, консультации, разработка, кабинет выйти. И сейчас у меня будет следующая часть про отмеченные уроки. И вот он говорит, что исправил, и теперь мы отмечаем урок как пройденный, он отмечается сразу как пройденный. И появилась возможность отменить его как непройденный. То есть вот таким вот образом тут же на месте найден баг, тут же он исправлен. Раньше бы на это бы уходило куча времени просто, пока разработчик прочитает твое сообщение, пока одуплится, пока найдет, в чем проблема, пока напишет код, сам у себя это протестирует, потом забудет ответить. Через несколько дней в итоге мы получаем то, что все, кнопочка заработала. И так с каждым элементом. Но вот эта вот платформа, она появилась буквально за один день. То есть то, что вот сейчас видно здесь, это то, что я сделал за один день. Бесплатные и платные видеоуроки, возможность просматривать бесплатные уроки с разделением прав, возможность и реактивно показывать сразу, если я добавил новый урок в админке, он сразу появляется на сайте, его видно в программе курса и так далее. Короче, вайп-кодинг — это прикольно. Особенно, когда ты знаешь, что именно происходит.